Всех приветствую на нашем канале. Ну что же, долгожданный обзор на такие у нас спорные, на такой спорный продукт, как Самуюн Ван. Купили мы аж его в прошлом году, но долго не принимали. Ждали удобного момента. В итоге в начале декабря я начал его принимать, закончил через 20 дней в конце декабря. Но специально подождал 1,5 месяца. Почти, чтобы полноценно оценить эффект от данного продукта. Ну что же, погнали. Вот так вот он у нас выглядит. Две внутри бумажечки были. Вот так вот сама капсула. Одну оставил специально показать, как она выглядит. На ней там надпись есть. Вот такая банка. Коробочка. Где производят данный продукт, честно говоря, непонятно. На самой коробке написано, что это Индонезия. Другие люди говорят, что это Китай. Откуда она берется, кто ее производит и откуда она к нам попадает, непонятно. Я не буду сейчас рассматривать данный этот вопрос. В этом видео мы рассмотрим только результат от применения данного продукта. И что было, что набрал, сколько набрал, были побочки и так далее. Итак, значит, Самуюн Ван у нас было 20 капсул, по-моему, плюс одна белая. Белую я тоже принял. Оставил одну вот эту красную, чтобы показать вам. Значит, принимал по одной капсуле сразу после завтрака, собственно говоря, как написано в инструкции. Принимал в течение 20 дней. Значит, по итогу этих 20 дней я набрал 5 килограмм массы. Мне было интересно, какая это масса, потому что были подозрения, что набрала не только мышцы, а еще и другое. Поэтому специально ждал 1,5 месяца, чтобы понять, что именно я набрал. Итак, начнем по порядку. Значит, что было от этих капсул? Значит, как таковые сами капсулы вам не дают вес. Эти капсулы увеличивают аппетит, а точнее они у вас убирают порог насыщения. То есть вы не чувствуете, что вы наелись. То есть, грубо говоря, едите, а вам все равно хочется есть. То есть с этих капсул был, грубо говоря, как сейчас говорят, жор. Просто хотелось жрать неимоверно. Вот, например, у меня была определенная порция, которую я съедаю там за завтраком, за обедом и за ужином. Эта порция увеличилась чуть ли не в 1,5, в 2 раза. То есть я не чувствовал насыщения, я не чувствовал, что я наелся. Хотелось есть и есть. Причем буквально спустя там 15-20 бывало минут опять хочется есть, опять что-то хочется пожевать. Спустя час там уже чувствуешь голод, как будто ты и не ел. Живот просто раздувался до таких размеров, которых у меня не было никогда раньше. То есть желудок настолько увеличился и настолько раздувался живот, что в некоторых моментах казалось, как будто он лопнет. И в некоторых моментах казалось, что даже тяжело мне просто стало дышать от того, насколько был забит желудок, что мне даже было тяжело дышать от этого. Потому что хотелось постоянно жрать и жрать. То есть, если вы не занимаетесь спортом и не стимулируете разрыв мышечных волокон, то вы наберете, скорее всего, с этого продукта просто жировую массу. Собственно говоря, сколько я набрал. По итогу 20 дней я набрал 5 килограмм веса. У нас есть ролик, где я начинаю принимать. И там в комментариях к этому ролику прям по дням закреплено, сколько происходил прирост веса. Значит, по итогу этих 20 дней было набрано 5 килограмм. Почему я решил сделать перерыв? Дело в том, что прям под конец приема, где-то дней за 5, может быть за неделю, у меня начался неимоверный памп на тренировках. То есть такой памп, что мне казалось, что у меня просто кожа порвется. От того настолько раздувало мышцы, что даже было страшно, например, делать упражнения на бицепс, потому что казалось, что сейчас просто кожа лопнет на руке. Мне показалось, что это не просто так. Я сразу же понял, что это, скорее всего, вода, потому что памп был... Я даже такого ацитрулина никогда не ощущал. Вот настолько был мощный памп.
показал, что это вода, поэтому я решил подождать. Итого, по итогу, значит, что получилось? Из этих 5 килограмм буквально в течение 2 недель сразу же ушли 2 килограмма. То есть это как раз и была та вода. То есть 2 килограмма сразу минусом. Осталось 3 килограмма. Соответственно, ушел этот эффект пампа. То есть я сразу же понял, что это была вода, потому что уже не было такого пампа, не было такого ощущения, что порвется кожа и так далее. Дальше. Естественно, набрался жирок на боках и на животе. Вот в этих в основных 2 местах. Далее я сел на диету, потому что перед тем, как принимать Суму Юн Ван, есть специальные защипы, которые замеряют процент жира. Сделал защипу на животе и понял, что после приема Суму Юн Вана, что у меня набрался жир. Я сел на диету, буквально еще 2-3 недели жесткой диеты. Я пришел в тот процент жира, который у меня был до Суму Юн Вана, и, собственно говоря, вес ушел еще на килограмм. То есть еще килограмм где-то просто жира был. 2 килограмма воды и килограмм жира. Соответственно, из 5 килограмм у меня осталось 2 килограмма, ну, будем считать так, мышечной массы. Почему я набрал так мало, скажем так, люди, потому что говорят, что набирают на нем там по 10 килограмм, по 15 даже кто-то набирает. Почему набрал так мало? Дело в том, что изначально мой вес был предельный. У меня рост 175, а вес уже был около 90 килограмм. Я набрал до 95 килограмм. Я никогда в жизни не весил 95 килограмм. То есть мой организм категорически сопротивляется набору свыше 93. До 93 килограмм набирал. И все, дальше вообще уже никак и ничем нельзя набрать. Это уже все генетический предел, скажем так. Дальше только с помощью всем известных нам средств можно набрать массу. Но здесь я набрал 95 килограмм. Это просто был какой-то, я не знаю, прорыв в массе для меня. Поэтому, собственно говоря, набрал всего так мало. Если бы мой вес был меньше или был серьезный недовес, конечно, я бы набрал бы больше. Значит, что теперь хочу сказать по поводу побочных эффектов. Самое интересное, да, люди пишут, что у них там прыщи, акне. Кто-то пишет, что вообще проблемы с психикой, кто-то там с ума сошел от приема этих таблеток, сонливость, что там еще, потеря энергии, то есть люди как мухи ходят. У меня не было вообще ничего, вообще никаких побочек. Я был бодр, весел, и у меня все в порядке было с энергией. Никаких прыщей, никаких проблем с животом, ни с диареей, вообще ни с чем. Как будто бы я там и не пил никакие таблетки. То есть вообще ноль, полностью ноль побочных эффектов. Я не знаю, от чего это зависит. Конечно, скорее всего, индивидуальная реакция организма, поэтому побочные эффекты, наверное, возможно, от этого продукта. У меня все было в порядке. Дальше, значит, по поводу рекомендаций к приему этого продукта. Что хочу сказать. Если вы будете его все-таки принимать, что я рекомендую? Да, еще один момент по поводу состава. Когда мы только выпустили первый ролик, что купили на пробу этот продукт, все начали писать, там гормоны, в частности, вот все говорят про этот дексаметазон и так далее. Я начал искать эту статью по поводу содержания в нем дексаметазона. Нашел ссылку на, по-моему, там писали, что Минздрав, то ли Индонезии, то ли еще, то ли Филиппин какой-то страны. Перешел по этой ссылке, статья удалена. То есть достоверная информация о том, что там содержится дексаметазон или еще какие-то гормоны или стероиды, я не нашел. Но что хочу сказать, по составу этого продукта там содержится только женьшень. Ну, естественно, все понимают, кто принимал женьшень, что такого дикого аппетита женьшень не вызывает. То есть, ну, возможно, там что-то и содержится. Что именно? Все только утверждения вот голословные, да, нет ни одного доказательства, что там что-то есть. Если вы нашли какую-то статью официальную с анализами этого продукта, поделитесь в комментариях, всем будет интересно, все-таки это болтовня или что-то реальное, есть какие-то анализы. Итак, значит, по поводу приема, рекомендаций по приему продукта. Если вы все-таки решитесь его принимать, то
следовать нужно простым правилам. Так как продукт просто у вас снимает, так скажем, ограничения на прием пищи и увеличивает аппетит, если вы не занимаетесь спортом, то, скорее всего, от него вы наберете только жир и ничего более. Чтобы набрать мышечную массу, нужно все-таки стимулировать мышечную массу к росту. Поэтому обязательное занятие спортом во время приема этого продукта, если вы не хотите потом банально скидывать жир, потому что то, что вы наберете, это будет жировая масса. Далее, чтобы у вас не увеличивался живот, чтобы у вас не увеличился желудок, и чтобы потом после его приема опять прийти к нормальному приему пищи, рекомендую сразу определить для себя определенную порцию, определенный размер, который вы едите. И несмотря на то, что вам хочется дико есть, следовать этой порции, но увеличить количество приемов пищи. То есть ели 3 раза, стали есть 6 раз, ели 6 раз, стали есть 9 раз в день. Но принимайте маленькими порциями, такими, как вы едите обычно. Таким образом вы избежите растягивания желудка вашего. Дальше еще один момент. По поводу качества набранной массы. Чтобы максимально избежать жира набранного, естественно, нужно налегать на прием белков. И я рекомендую во время приема Самуюн Ван убрать из рациона полностью вообще весь сахар. Иначе вы ускорите просто набор жировой массы. И, естественно, меньше углеводов, больше белка. То есть налегайте на белок. В этом случае вы наберете больше мышечной массы, нежели жировой. Вот такие вот основные рекомендации к этому продукту. Значит, по итогу, что могу сказать? Рекомендую я или не рекомендую этот продукт? Так как очень спорные на него отзывы, я не буду его ни призывать к приему, ни отговаривать. Все на ваш выбор. Почитайте отзывы, посмотрите. Можете даже взять его на пробу. Он в принципе дешевый, он стоит 600 рублей. За 600 рублей его можно найти, попробовать там 1, 2, 3, 4 капсулы, посмотреть, не пошел, отдать другу или выкинуть. Можно, если у вас серьезный недобор, попробовать. Но все на ваш выбор. Так сказать, все эти отзывы и слухи обычно идут не зря. Возможно, он действительно содержит какие-то вещества, которые стимулируют именно рост мышц. Хотя взять тот же дексаметазон, но это не запрещенное вещество, это обычное лекарство. Почитайте на него инструкцию, там как бы нет ничего такого страшного. Поэтому, ребята, все на ваш выбор. Смотрите, читайте. Но как мне показалось, когда я читал большинство отзывов, большинство из них это психосоматика. То есть люди начитались отзывов, после этого начинают принимать Самуюн Ван, и им кажется, что у них заболело там, заболело тут, они вялые, сонливые. Вот буквально читал отзыв сейчас перед обзором. Девушка пишет: приняла 1 капсулу, на следующий день еле встала, бросила. Ну, ребят, ну как можно почувствовать от 1 капсулы, что этот продукт вам не подошел? Поэтому, не знаю, смотрите сами, так сказать, все на ваш страх и риск. Ну, у меня все прошло нормально, за исключением вот тех моментов, которые я вам озвучил выше. В принципе, все по поводу этого продукта. Пишите свои комментарии к этому ролику. И не забывайте, что мы ничего не продаем, как нам стали писать комментарии, зачем вы это рекламируете. Мы ничего не рекламируем, мы лишь пробуем, чтобы, так сказать, передать свой опыт вам, чтобы вы избежали возможных ошибок. Поэтому не нужны ваши комментарии грозные по поводу этого продукта. Пишите только существенные какие-то важные вещи. Все, всем пока.